A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Natakoti Vaishnava ki jai. Iskand Madhuracharya Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Premski Hoshi Krishna Chaitanya Prabhupada Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shalakunda Radhakunda Giri Govardhan ki jai. Jagannath ki jai. Mayapur Dham ki jai. Jagannath Puri Dham ki jai. Dwarka Dham ki jai. Gangamayi ki jai. Vinamayi ki jai. Srimati Tulasi Devi ki jai. Gaur Premananda. Samaveda Bhaktivinoda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavad Gita as it is, chapter 16, text 8. Бхагавад-гита, как она есть, глава 16, текст 8. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Asatyam apratishtamte. Асатьям апратиштамте. Jagat ahur anishvaram. Jagat ahur anishvaram. Aparaspara sambhutam. Aparaspara sambhutam. Kimanyat kamahaitukam. Kimanyat kamahaitukam. Значение слов. Асатьям нереальный. Апратиштхам не имеющий основания. Те они. Джагат проявленный космос. Ахух говорят. Анишварам тот, которым никто не управляет. Апараспара без причины. Самбхутам возникший. Киманьят что кроме. Камахайтукам по причине вожделения. Литературный перевод и комментарий его божественной милости Абхайчара Нарвинды Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Перевод. Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения, и у него нет иной причины, кроме вожделения. Комментарий. Демоны приходят к выводу, что весь мир – фантасмагория. Он существует, не имея ни причин, ни следствий, ни правителя, ни цели. Все здесь нереально. Они утверждают, что мироздание возникает в результате случайного соединения материальных элементов. Им не приходит в голову, что мир был создан Богом с определенной целью. Согласно их концепции, мироздание возникло само по себе, и нет никаких оснований верить в то, что за ним стоит Бог. Дух не отличен от материи, и нет никакого высшего духа. Ничего, кроме материи, не существует, и все мироздание представляет собой комок неразумной материи. Согласно их взглядам, мир пуст, а все материальные проявления существуют только в нашем невежественном восприятии. Они исходят из того, что любые проявления разнообразия лишь следствие нашего невежества, наподобие тех образов, которые мы создаем во сне, и которых в действительности не существует.
Проснувшись, мы убеждаемся, что все это был лишь сон. Однако, провозглашая мир сном и иллюзией, демоны, тем не менее, с большим искусством наслаждаются этой иллюзией. Поэтому вместо того, чтобы обрести знание, они только еще больше запутываются в этом мире грез. Они заключают, что этот мир возник без вмешательства духа, точно так же, как, по их мнению, появляется ребенок, просто в результате полового контакта между мужчиной и женщиной. Они убеждены, что все живые организмы появились на свет исключительно в результате соединения материальных элементов, а о существовании души не может быть и речи. Все живое, говорят они, возникло просто в результате соединения материальных элементов мироздания, подобно тому, как в капельках пота или трупах без всякой на то причины заводятся живые существа. Поэтому в мироздании нет и не может быть иной причины, кроме материальной природы. Они не верят тому, что Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Мая дьякшена пракрити суяте са чара чарам». Весь материальный мир движется, повинуясь моей воле. Иными словами, у демонов нет верного представления о том, как возник материальный мир. Каждый из них придумывает собственную теорию. Для них любые толкования богооткровенных писаний одинаково хороши, ибо они не верят в возможность единого понимания наставлений священных писаний. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this verse, Krishna describes a certain kind of philosopher. В этом стихе Кришна описывает особого вида философию, католическую философию. This kind of philosopher says there is no God in control of the universe. И в этом стихе Кришна говорит, что асуры, они говорят, что нет контролирующего этот мир личности. There's only matter. Есть только материя. Matter combines in its own way. Материя, она присуща везде. And in this way, everything is produced. И она эволюционирует, и таким образом все происходит, создается. Now, Krishna goes on to explain in this chapter that those who follow this philosophy develop a certain kind of culture. И Кришна говорит в этом стихе: те люди, которые допускают эту философию, они следуют ассурической культуре. In text 11 and 12, Krishna says, they believe to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. И Кришна в 11 и 12 тексте говорит, что они убеждены, что главным смыслом человеческой жизни является наслаждение. This is natural. Это естественно. If a person thinks, I'm simply the material body, если живое существо думает, что я просто материальное тело, and there's nothing more than that, и ничего больше, кроме этого, не существует, then my only purpose in life is to satisfy the material senses. и моя единственная цель в жизни – это удовлетворять мои чувства. Krishna goes on to say, thus, until the end of life, their anxiety is immeasurable. И Кришна продолжает: поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. Why is that? Почему так? Krishna says, because they have hundreds of thousands of desires. И Кришна объясняет, почему так происходит. Потому что они запутались в сотни и тысячах своих желаний. There's no end to material desires. И не существует конца материальным желаниям. And if one is a prisoner of these desires, one will be full of anxiety.
Если мы пытаемся удовлетворить одно желание, то появляется еще много желаний. From the beginning of one's life to the end. И эти желания не существуют с начала нашей жизни и все время. And Krishna says in text 9 that these people will create horrible things meant to destroy the world. И Кришна в 9 стихе говорит, что убежденные в этом, лишенные разума и потерянные для самих себя демоны поглощены пагубной греховной деятельностью. So 5,000 years ago, Krishna said these things. И Кришна сказал этот стих 5000 лет назад. And we can see today it's all happening. И мы сейчас можем увидеть, что это все происходит. Today, the dominant philosophy in the world is the philosophy of the modern materialistic scientist. И сегодня мы можем увидеть, что сегодня это время, когда торжествует философия материалистичных ученых. They say there is no God in control of the universe. И они говорят, что не существует Бога и личности, которая всем повелевает. There's only matter. Существует только материя. Matter combines in its own way. Материя порождает материю. And everything comes from that. И все происходит из этого. Life comes from a combination of chemicals. Жизнь происходит из комбинации химических элементов. You know, consciousness comes from a combination of chemicals. Сознание рождается из комбинации химических элементов. There is no soul. Не существует души, Only matter. только материя. So this philosophy is being taught in all the schools and universities all over the world. И вот эта философия, она преподносится во всех школах и учебных заведениях. So people have become very materialistic. И в результате чего люди становятся очень материалистичными. Most people in the world think the main purpose of human life is to satisfy their senses until death. И большинство людей в этом мире, они считают, что цель жизни – это удовлетворять свои чувства до конца жизни. And even if they believe in God, they simply pray to God, help me satisfy my senses till death. И даже если люди признают существование Бога, они молятся Ему: Господь, пожалуйста, помоги мне удовлетворять мои чувства до конца моей жизни. They want to consume more and more material things. Они хотят увеличивать больше и больше материальных вещей. And we see advertisements for this in the newspapers, И мы видим доказательства этого в журналах, в газетах, in the в magazines, журналах, on television. на телевидении. And we hear these messages on the radio. И мы видим, слышим это послание по радио. We see them in the billboards in the streets. Мы видим это на рекламных щитах, на плакатах. We see it on the internet. Мы видим это в интернете. Where the message is, buy this and you will be happy. И послание таково: покупай это, и ты будешь счастлив. Where do we see the message, don't buy this? Где вы видели послание: не покупайте это? Be happy from within. Будьте счастливы без этого. We never see any such Вы advertisement никогда не увидите такого рода рекламы. unless we make some advertisement. Наоборот, говорят, мы все организуем. So, such people we see are full of anxiety И мы видим, что эти люди, они полны желаний. from the beginning of their life to the end, С самого начала их жизни до конца. because they have unlimited material desires, Почему? Потому что у них есть безграничное количество желаний удовлетворить себе. and they're always thinking, how am I going to get enough money to satisfy all my desires and needs? И постоянно их мысли заняты тем, как найти как можно больше денег, чтобы удовлетворить свои бесконечные желания. And we see such people are creating horrible things meant to destroy the world. И мы видим, как эти люди, они создают ужасные, страшные вещи, которые разрушают мир. We see scientists creating
so many weapons. И мы видим, что ученые, они создают множество подобных рода вещей, идей. Atomic weapons, Демонические вещи, biological weapons, биологические способы, chemical weapons. химическим способом. But even our ordinary technologies are very destructive. И все эти технологии, все эти виды оружия, они разрушительны. You know, we are poisoning the air, poisoning the land, poisoning the water. И мы в результате этого живем в отравленной воде, пользуемся отравленной пищей, живем на отравленной земле, воздух отравлен. And it's getting so bad, even the materialists can't ignore it. И даже на материальном уровне все страдают. So, 5,000 years ago, Krishna predicted all of these things. И 5000 лет назад Кришна предвидел все это. And today, we're seeing them all happen. И сейчас мы можем видеть, что все это происходит. And such people are not only spoiling this life, И эти люди, они не только портят эту жизнь, we have to consider that there's going to be another life. и мы можем видеть, что это продолжается и в следующей жизни. And these people are going to go down in the cycle of evolution. И мы можем видеть, что эти люди, они идут вниз в результате своей эволюции. The purpose of human life is self-realization, God-realization. И смысл, цель человеческой жизни – это самосознание, познание Бога. So if we don't use human life for that purpose, why should we have a human body? И если мы не достигаем этой цели, то зачем нам дано это человеческое тело? If we just want to gratify our senses until death, there are other kinds of bodies for that. И если мы просто хотим удовлетворять свои чувства до конца смерти, то нет смысла в этом теле, потому что другие тела тоже позволяют это делать. The bodies of animals and plants and insects. Например, тела животных, растений, деревьев. So, the future of the people that Krishna describes here is not very bright. И будущее тех людей, о которых описывает Кришна, оно не светлое. So, how can we change that? И как мы можем изменить это? We have to give people a new philosophy of life. И мы можем дать людям новую философию жизни. These philosophers say there is no God in charge of the universe. И эта философия описывает, что не существует Бога и кто создал это творение. We need to tell them, no, there is a God in charge of the universe. И нет, мы должны им сказать, что Бог создал это творение. Ishvara Parama Krishna. Krishna is the supreme controller. Кришна является верховным повелевающим. These materialistic philosophers say there is no soul. И эта материалистичная философия говорит, что не существует души. But we need to tell people, yes, there is a soul. Но мы должны сказать людям, что нет, есть душа. Aham Brahmasmi. I am spirit soul. Я духовная душа. Atato Brahma Jigyasa. The Vedanta Sutra says, now is the time to inquire about Brahman, spiritual reality. И в Веданта Сутре говорится, что пришло время задавать вопросы о Брахме. Mamaibam so, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Krishna says, all living beings, they are part of me. И Кришна говорит, что все живые существа, они являются моими частичками. So, if people have this spiritual philosophy, Если у людей будет эта духовная философия, then their lives will be different. и тогда их жизнь будет отличаться. They will not think that the main purpose of life is to gratify the senses until death. Они не будут думать, что цель их жизни – это удовлетворять чувства до конца их жизни. They will understand that there is some higher purpose to human life. Они поймут, что существует некая высшая цель человеческой жизни. And they will act on that understanding.
И они будут работать над этим пониманием. And then their lives will be better individually and collectively. И тогда ихняя жизнь лично изменится, и изменится жизнь всего общества. So, to give people the proper philosophy, Srila Prabhupada wrote his books. И чтобы изменить философию людей, Шрила Прабхупада написал эти книги. He spent his entire life writing these books. И Шрила Прабхупада потратил большую часть своей жизни и в проведении, в написании этих книг. Even in his very last days in Vrindavan, he was still writing his books. И даже в последние свои книги в Вриндаване Шрила Прабхупада писал свои книги. He was still dictating purports to the Srimad Bhagavatam. Он продолжал диктовывать комментарии к Шримад Бхагаватам. Srila Prabhupada did not come to the Western world until he had translated the first 3 volumes of Srimad Bhagavatam, the first canto. И Шрила Прабхупада не приехал сюда на Запад до тех пор, пока он не перевел и не издал первые песни Шримад Бхагаватам. He personally printed those books in New Delhi. И он лично напечатал эти книги и издал их в Нью-Дели. And he not only personally wrote and printed the books, И он не только лично написал и издал эти книги, he also personally distributed these books. и он лично сам распространял все эти книги. Once in Los Angeles, I went to a library at a university. Однажды в Лос-Анджелесе я пришел в библиотеку в Лос-Анджелесе. And I was looking in the library at the books of Indian philosophy. И я там пытался найти книги, касающиеся философии Индии. So at this university library, I saw they had 3 a 3-volume set of Prabhupada's original Delhi Bhagavatams. И я там обнаружил 3 песни Шримад Бхагаватам, которые были изданы Шрилой Прабхупадой. So I thought, oh, these are very interesting. И я нашел это очень интересно, Because I was a devotee at that потому time. что я был преданным в то время. So I recognized them, what they were. И я очень ценил то, как они работают. And I opened one of the books, Я открыл одну из этих книг, and on the inside of the cover, it said the books were given to the library by the United States Embassy in Delhi. и там было написано, что эти книги были получены от посольства Индии. You know, if we read the biographies of Srila Prabhupada, И если мы прочитаем биографию Шрилы Прабхупады, we learn that even before he came to the West, и мы узнаем, что даже до того, как он приехал на Запад, he went to the United States Embassy in Delhi and sold them sets of his Bhagavatam. то он был в посольстве Америки в Индии и продал им Бхагаватам. And then the embassy distributed them to different libraries at universities in the United States. И затем вот это посольство, оно продало все эти книги другим посольствам и университетам, и библиотекам. So, I had one of the books in my hand, И вот эта книга, которую я держу в моих руках, and I understood that this book came to the United States before Srila Prabhupada did himself. и когда он понял, что он держит ту книгу, которая пришла до прихода Шрилы Прабхупады в Америку. So then I did something not very intelligent. То я поступил не самым разумным образом. I put the book back on the shelf, Я поставил книгу обратно на полку, and I went back to the temple, и я вернулся обратно в храм. and I told one of the devotees,
И я сказал одному преданному, what I had seen. что я увидел. He said, "Excuse me, Prabhu, И он сказал, простите, Прабху, I have something to do." я должен что-то сделать. So he went to that university И library он пошел в эту библиотеку университета, and he found the books. он нашел эту книгу, He put them in a bag. он положил ее себе в сумку, He went to a window. он просунул эту сумку в окно, And he dropped them out of the window. и вроде опустил эту сумку, и она упала вниз. And then he got the books. Потом он пошел и поднял эти книги. And he had this set of Bhagavatams from Srila Prabhupada. Теперь у него есть эти книги, что Now thinking back about it, И не стоит... thinking back on this incident, or remembering this incident, Я помню это происшествие. yeah, I sometimes think I should have done something different than I did. И я думаю, что мне нужно было поступить по-другому, как я сделал. Of course, I wouldn't steal the books, Конечно же, я упустил книги. but in America, any citizen can get a library card for a public university library that allows you to take the И books. там существует такая пропускная система, что необходимо иметь специальную карту, которая бы позволила выносить книги из библиотеки. So I should have gone downstairs and made an application for the card, И я должен был сделать заметку в этой карточке. and then I should have checked out the books, Я должен был сверить книги. and then I should have kept them Я должен был их взять and said they were lost, и сказать, что на самом деле они потерялись. and then I would have to pay for them. И тогда мне просто нужно было оплатить их стоимость. So I should have paid for them, И я должен был за них заплатить. and then I would have legally had the books. И тогда бы у меня бы официально остались бы эти книги. It would be very nice to have some books that Srila Prabhupada himself helped to print. И было бы очень здорово иметь эти книги, которые Шрила Прабхупада сам лично издал. And that he personally distributed. И он лично сам их распространил. We always say our movement is based on book distribution. Это был и вот это движение, большое движение распространения книг, оно началось с этого. And Srila Prabhupada was the perfect example. И Шрила Прабхупада является самым превосходным примером, Because he distributed his own books. потому что он распространял его собственные книги. And therefore the Krishna consciousness movement spread around the world. И в результате этого сознание Кришны распространилось по всему миру. I think most of us who are devotees in this movement are here because of book distribution. И я полагаю, что большинство из всех преданных, которые сейчас здесь присутствуют или находятся в нашем обществе, они находятся здесь потому, что они прочитали книги Шрилы Прабхупады. Each one of us, or most of us, are here because some devotee took Srila Prabhupada's books, went to the streets, and gave one to us. И я полагаю, что каждый из нас, или большинство из нас, они вышли на улицу и получили книги от распространителя книг. I'm an example of this. Я являюсь примером этого. Of course, the first time a devotee approached me, I didn't take the book. И первый раз, когда преданные предложили мне книгу, я не взял. Yeah, I was maybe 20 years old. Мне было, может быть, 20 лет. Yeah, I was sitting in a park in a city in Florida. Я был во Флориде и сидел в парке. And I had been to many countries to the east. И я
планировал на запад поехать. But then I got tired of that. Но я потом забыл. I decided I'm just going to be a pure American. И я подумал, что я должен оставаться чистым американцем. So near the park there were some devotees chanting. И рядом с парком преданные они повторяли, пели. And there was one girl in a sari going through the park asking everybody to take a book. И одна девушка в Буссаре, она подходила ко всем и просила приобрести книги. And she came up to me and said, "Please take this book." И она подошла мне и сказала: пожалуйста, возьмите эту книгу. I said, "No." Сказал: нет. So maybe it wasn't a very nice experience for her Но, может быть, это был хороший опыт для нее, to have some mean young man say no когда хороший молодой человек сказал нет. to the best thing that is possible to get. И это самая лучшая вещь, которую можно было только взять. Well, she went on to the next person and the next person. Но она пошла дальше от одной личности к другой. Now me, what happened to me? Но что случилось со мной? At that time, my cousin and I were managing a billiards lounge. There's a game. Я. Но кузен это... Двоюродный брат. Да, мой двоюродный брат, он пригласил меня, и мы пошли вместе с ним в бильярд играть. So, one day we decided we wanted to promote a rock concert. И в какой-то из них мы решили, что мы должны посетить рок-концерт. And we decided we wanted to make a concert with a band called the Grateful Dead. И мы решили создать свой концерт, и мы решили называть его «Полная смерть». And Да, как эта группа называлась? Вот эта группа Grateful Dead, и они решили на эту группу сходить. yes. And so I went to their concert Я пошел на этот концерт, because I wanted to meet them and their manager. и поэтому я хотел встретиться с этим организатором And invite them to give a concert in my town. и предложить ему возможность устроить концерт в моей стране, городе, That I would organize. и где я мог все это организовать. So I thought, maybe to see them, I'll have to give some bribe. И, может быть, мне для этого необходимо было дать ему какую-то сумму. So I had $100, И у меня было $100, and now it would be worth maybe $500. и тогда это стоило, может быть, 500. Сейчас это где-то $500. But so I went to the concert, И так или иначе я отправился на этот концерт. and I went to the place where you buy tickets, И я был в том месте, где нужно было приобрести билет. and there was some strange girl there, И там была странная девушка. not dressed in a sari, Не просто в саре, but wearing something Indian, но в чем-то в индийском одета. and carrying a round plate with some round white balls on it. И она распространяла повсюду, по округе, какие-то круглые желтые шарики. And she walked up to me and said, "Take one of these. И она подошла ко мне и сказала: возьмите, пожалуйста, один. They are from this band, the Grateful Dead." И это от группы вот эта Grateful Dead, какая-то смерть. Now, this band had a reputation of taking LSD. И вот эта группа, она
принимают ЛСД, наркотики. Yeah. So if somebody gave you something and said it's from them, you would think it has this psychedelic drug in it. И если кто-то подходит и предлагает и говорит, что это от них, то это взяли. So I took it. И можно было подумать, что это наркотики, и я взял одну из них. So I took it, Я взял это, thinking it was a drug. думая, что это были наркотики. And then I bought my ticket, and then I went into the concert hall. И я приобрел свой билет и пошел в зал концерта. You can see I'm not a very elevated person. Вы можете увидеть, что я не очень продвинутая личность. So I saw the same girl in the concert hall, И я потом увидел эту девушку в концертном зале. and I said to her, И я сказал ей: you said your candies are from the band. и вы сказали, что эти конфеты, они от этой группы. So do you know them? То есть вы знаете их? And she said, yes, I do. Но она сказала: да, это так. And I said, I want to see them. И я сказал: я хочу встретиться с ними. So she said, come with me. И она сказала: пойдем со мной. And she took me to the back of the stage. И она провела меня за кулисы. And she introduced me to the manager and the band. И она познакомила меня с организаторами и с группой. So I thought, oh, this is very nice. И я подумал: о, это очень здорово. You know, they agreed to do a concert in my town. Я могу договориться, и они могут сделать то же самое в моем городе. So I came back to the concert hall. И я потом вернулся обратно в зал. I thought, this is nice. I got to see them. I didn't have to bribe anybody. И это хорошо, я их увидел, у меня есть пропуск. I didn't have to give any money. И мне больше нет необходимости платить деньги, чтобы попасть на их концерт. So the same girl with two boys came up to me. И потом эта же самая девушка подошла ко мне с двумя парнями. And they said, we're collecting some donations. И эти парни, они сказали, что мы собираем пожертвования. And so I took the money and I put it in they had a bucket, and I gave it to them. И я достал деньги и положил в пакет. And then I went and sat down to listen to the concert. И потом я присел, чтобы слушать концерт. So then the boy and the two girls came back to me. И потом эта девушка и эти парни, они подошли ко мне. And they had the money in their hand. И в их руке были деньги. And they said, are you the one who gave this? И спросили: вы тот человек, который дал это? And I said, yes. И я сказал: да. So they said, we have a present for you. И они сказали: у нас есть для вас подарок. And it was a copy of Bhagavad Gita. И это была Бхагавад-гита. So I took it. И я взял ее. And I paid what is now worth $500 for the book. И я заплатил $500 за книгу. The money that I gave И те деньги, которые я дал, today is worth $500. сейчас эта сумма равна $500. So, and then the girl, she had more of the candies. И у этой девушки было много сладостей. She said, you can have as many as you like. И она сказала, что вы можете взять столько, сколько пожелаете. So I ate many of them. И я большинство из них съел. Still thinking it was LSD. Нет. LSD. И он продолжал думать, что они раздают ЛСД. And I opened the book И я открыл книгу. and I started looking at the paintings. И я начал разглядывать картинки. And there's the one painting that shows a man on a stairway. И на одной картинке было изображено нечто особое. And at the top of the stairs is Radha and Krishna. А на одной из них была Радха и Кришна. And there's some devotees saying, come this way.
И преданный, он говорил, звал, махал рукой и говорил: иди сюда. And then at the bottom of the stairs, there's Maya. И с другой стороны была изображена Майя. Saying, come this way. И она говорила: пожалуйста, иди сюда. And I thought, oh, that's very interesting. И я подумал: о, как интересно. Then I took the book home and I read it. И я принес эту книгу домой и прочитал ее. And it said, if you're interested in more information, you can write to the secretary of the International Society for Krishna Consciousness in Los Angeles. И там было написано, что для более подробной информации, пожалуйста, пишите секретарю по такому-то адресу в Лос-Анджелес. So I did that, and I got more books, tapes, posters, so many things. И я сделал это, я написал и получил много книг, открыток, кассет и других атрибутов. And eventually I started visiting temples. И с тех пор я начал посещать храм. And I became a devotee. И таким образом я стал преданным. So that girl was a devotee. И таким образом эта девушка, она была преданной. A disciple of Srila Prabhupada. Она была ученицей Шрилы Прабхупады. She's still serving Srila Prabhupada in Vrindavan. Она до сих пор служит Шриле Прабхупаде во Вриндаване. And one of the boys is now, his name is Ramapad Swami. И один из этих парней сейчас известен как Рамапад Свами. And another one, he later became one of the BBT devotees that served Srila Prabhupada by praying his books. И другой парень, он стал одним из членов BBT и участвовал в издании книг Шрилы Прабхупады. But they were following this band and distributing books at their concerts. И они следовали за этой группой и распространяли там книги. And it must not have been very easy for them. Несмотря на то, что это было не так легко для них. Because they're nice devotees. Но они были хорошими преданными. Who like to live in the association of devotees in the temple. Они жили в хорошем храме, и у них было очень хорошее общение. So it must have been very difficult for them to be at some rock concert among all kinds of materialistic, sense gratifying. Потому что иначе им было бы очень сложно жить среди материалистичных людей, слушать рок-музыку. But I got a book there. Но так или иначе я получил книгу там. And I became a devotee. И таким образом я стал преданным. And Ramapad Swami once told me. И однажды Рамапад Свами сказал мне. He said, if I could make another devotee like you, I would still go out to the rock concerts. И он сказал, если бы я знал, что можно сделать преданного такого же, как ты, я бы до сих пор продолжал бы ходить на рок-концерты и распространять книги. So this book distribution is very important. И таким образом я хочу сказать, что распространение книг, оно очень важно. It's important for many reasons. И это важно по многим причинам. I was speaking about the philosophical reasons in the beginning of this talk. В начале нашей речи я говорил о философских причинах, почему важно, в чем важность этих книг. It's because people today have the wrong philosophy. Their lives are very unhappy. Потому что у нынешних людей у них неправильная философия, и в результате чего они несчастливы. So if we can give them the correct philosophy, their lives will become happy. И если мы дадим им правильную философию, то они станут счастливыми. And then there are more personal reasons. И есть некоторые личные причины. We often say our movement is based on book distribution. И мы можем часто слышать, что наше движение основывается на распространении книг. But this is not just some political slogan. Но это не просто какой-то политический лозунг.
because all of our lives have personally been changed by these books. Потому что вся наша жизнь, она изменилась благодаря этим книгам. My life was changed because some devotees gave me a book. Моя жизнь лично изменилась, потому что однажды преданный дал мне книгу. And you have to think about your own life. How is it that your life was changed? И вы можете подумать и увидеть, как изменилась ваша жизнь, когда в вашей жизни появились книги. I'm sure in many cases it was because some devotee gave you a book. И это произошло в результате того, что один из преданных дал вам книгу. So we have personal reasons to continue this work of book distribution. И у нас есть личная заинтересованность в том, чтобы распространять эти книги. And Srila Prabhupada himself, in the very beginning, before he had any followers, he was also distributing these books. И Шрила Прабхупада до тех пор, пока у него не было своих его последователей, он распространял книги. So, one of the best times in the year to distribute books is now. И самое лучшее время в году для распространения книг это сейчас. Somehow or other, at this time of year, people all over the world are very inclined to take books. И все остальное время люди ленивы и не так хорошо расположены, чтобы брать книги. More than at other times of the year. В большую часть года. So, we should make some effort to distribute Srila Prabhupada's books during this time. И мы можем сделать, приложить какие-то усилия, чтобы распространить книги марафон Шрилы Прабхупады. Of course, there are many ways to distribute books. И существует много способов распространять книги. And we should always be thinking of newer and newer ways to do it. И мы должны искать все новые и новые подходы, как это сделать. We don't necessarily have to do it in the same way that it was done in the past. И не обязательно использовать те пути, способы, которые были в прошлом. But if the ways it was done in the past still work, then we can still do that too. И если те способы распространения книг, которые работали в прошлом, работают сейчас, нужно брать их и продолжать пользоваться ими. Yes. So, in my preaching, I'm also distributing books. И в моей проповеди я также распространяю книги. I've done it in a certain way. Я делаю это несколько косвенным способом. By appearing in radio and television, and getting people interested in these books. И я рассказываю об этих книгах людям на радио, на телевидении, презентациях. But it's possible to distribute books in many different ways. И возможно распространять книги множеством разных способов. By approaching people in the streets. Останавливая и предлагая книги на улице. By having tables for displaying the books. Или, например, поставить стол и положить на них книги и распространять таким образом. Yeah, there are so many ways to do it. И есть множество способов, как можно это делать. So, at this time of year, we should be thinking what we can do to help this effort. И в это время в году мы должны думать, что мы можем предпринять в этом направлении. I want to leave some time for questions and comments. И я бы хотел оставить некоторое время для вопросов и дополнений. Because at 6:30 I have to get ready for an interview. Потому что в 6:30 я должен буду начать готовиться для того, чтобы дать интервью. So until that time,
I can try to answer any questions that you have, or I'll listen to your comments. И до этого времени я могу попытаться ответить на ваши вопросы, если они возникнут, или послушать ваши комментарии. First, how many became devotees because of getting a book? Но вначале, пожалуйста, поднимите руку тех, кто стал преданным благодаря тому, что он познакомился с книгами Шрилы Прабхупады. Many. So we all have reasons to help distribute books. И у нас большие причины, чтобы распространять книги Шрилы Прабхупады. So, does anybody have any questions? Есть ли у кого-нибудь вопросы About this or anything else? по поводу той темы, которую мы обсуждали, или по поводу других тем? Книги Шрилы Прабхупады очень трудно читаются простым людям. И большинство тех, кто их берут, особенно простой народ, они, прочитав буквально несколько строчек, откладывают их в долгий ящик. И с нашей стороны, как можно предложить эти книги, чтобы заинтересовать человека читать, вдохновить его читать эти книги? Что от нас зависит? Well, I noticed that even simple people keep a Bible in their house. Я знаю, что даже если простые люди, они держат дома Библию. So I think even if Srimad Bhagavatam may be difficult for some people to read. И, возможно, Шримад Бхагаватам для некоторых людей сложен для понимания. It's good that people just keep it in their house. Но это очень хорошо, если люди просто держат эти книги в своем доме. The Srimad Bhagavatam is not different from Krishna. И смысл в том, что книга Шримад Бхагаватам, она не отлична от самого Кришны. So even if some simple person И даже если какая-то простой человек keeps the book in a nice place in his house, положит эту книгу в хорошее место в своем доме, then Krishna is there in that person's house. то таким образом Кришна лично присутствует в доме этой личности. And even if he reads it a little bit, И даже если он, как вы сказали, прочитает немного, he gets transcendental benefit. то он получит трансцендентное благо. Prabhupada said, even if he reads one line, one word, И Шрила Прабхупада сказал, что человек получит благо, даже если он прочитает хотя бы одно слово, одну строчку. so the person gets transcendental benefit. И человек получит высшее благо. Of course, we do want people to read the books deeply. И, конечно же, мы хотим, чтобы большинство людей изучали книги глубоко. And therefore, Srila Prabhupada wanted other kinds of literatures. И поэтому Шрила Прабхупада, он выпустил другие книги. He started a magazine called Back to Godhead magazine. Он выпускал журнал, газету, которая называлась «Обратно к Богу». He published small booklets. Он публиковал маленькие буклеты. He himself wrote small books. И он лично писал маленькие книги. So we should be sure that even a simple person, they will get great benefit just from having one of the books in their home. И мы должны быть полностью уверены, что даже простой человек, он получит высшее благо, если он будет иметь книгу у себя дома. But at the same time, we can also be trying to produce other kinds of literatures that will help them understand these books. Но также нам необходимо издавать и распространять книги, которые помогут людям понять книги Шрилы Прабхупады. And of
course, now it's the days of the internet and the World Wide Web and DVDs and so many things. И, конечно, надо не забывать, что сейчас время интернета, время DVD-приставок, время виртуального мира. Yeah, it was revolutionary when Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta started using the printing press to print these books. Это была революция, когда наши духовные учителя, Бхактисиданта Сарасвати, они начали использовать печатные станки, чтобы издавать книги. Yeah, but now there are new technologies. Но сейчас существуют новые технологии. And we can also use them to spread the message of these books. И мы также можем и должны использовать эти технологии, чтобы распространить сознание Кришны. But although we may do this in many ways, the purpose should be to call people's attention to Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. И мы должны использовать все эти вещи, единственное с целью, чтобы привлечь их внимание к Бхагавад-гите, к Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрите. So, something else. Кто-нибудь еще? Я вопрос. Скажите, пожалуйста, вы пришли к сознанию Кришны? И живете в сознании Кришны? Нормально. Everybody? I hope so. Я надеюсь, Well, every day I chant my japa. каждый день я повторяю свою джапу, So I'm chanting Krishna's names. я повторяю имена Кришны. So I associate with Krishna's devotees. Я имею общение с преданными Кришны. I try to spread Krishna's philosophy. Я стараюсь распространять сознание Кришны. So I think I'm some kind of devotee. И я надеюсь, полагаю, что я какой-никакой, какого-то рода преданный. Of course, Krishna knows what I am. И Кришна, в конце концов, знает, кто я такой. So if Krishna accepts me as his devotee, then I'm Krishna's devotee. И если Кришна принимает меня, что я преданный Кришне, His representative accepted me as a disciple. и если меня Шрила Прабхупада принимает своим учеником, So, yes, I think I'm some kind of devotee of Krishna, yes. и я полагаю, что я какого-то рода, каким-то образом преданный. But I can't take that for granted. Но я не могу полностью. Because each day is a new day and each moment is a new moment. И я не могу гарантировать, то есть каждый день новый день, где существует много разных моментов. And at every moment one has to make the decision to be Krishna conscious. И все время приходится выбирать сознание Кришны. And just because at this moment I'm deciding to be Krishna conscious doesn't mean that automatically at every moment I'm going to be Krishna conscious. И когда есть выбрать сознание Кришны, то это не означает, что я все время буду выбирать сознание Кришны. Yeah, because as a spirit soul I have free will. И потому что я являюсь личной душой, личностью, у меня всегда есть свобода выбора. So I always have the freedom to remember Krishna or forget Krishna. И у меня всегда есть право либо помнить о Кришне, либо забыть о нем. Something else. Кто-нибудь еще? Ваше милость, вы не могли бы рассказать, как вы встретились с Шрила Прабхупадой? Tell about how you meet with Шрила Прабхупада. Okay.
Повторите вопрос. Вопрос был, могли бы вы рассказать о том, как вы встретили Шри Прабхупаду? I joined the Hare Krishna movement in 1973. Я присоединился к сознанию Кришны в 1973 году. And at that time, Srila Prabhupada already had thousands of disciples. И в то время у Шрилы Прабхупады было сотни тысяч учеников. Some of them had the good fortune to be very close to him personally. И некоторые были более удачливы, и они были ближе к Шриле Прабхупаде. And they had the good fortune to have personal conversations with him. И у них была возможность лично общаться со Шрилой Прабхупадой, To receive personal instructions from him, получать личные наставления от него, to render personal service to him, совершать личное служение для него, like washing his clothes, например, мыть его одежду, or cooking for him, готовить для него, or massaging him. или делать ему массаж. I was not one of those. Но я не был одним из таких удачливых душ. I was an ordinary devotee. Я был обычным преданным. And one of his younger disciples. Один из его юных учеников. So I just had the chance to occasionally hear him give a class. И я просто очень внимательно слушал его лекции. And then after the lecture, И после лекции he would go with his senior disciples. он уходил со своими близкими спутниками. Maybe they would go on a walk, Может быть, они шли на прогулку, or go to his room to speak. или они шли в комнату, чтобы поговорить. But that wasn't my position. Но такова была моя ситуация. Sat, I listened, I looked, Я слушал, я смотрел, and then he would go, как он уходил, and I would sit there. I would still be sitting there. и я, тем не менее, продолжал сидеть. So that made me a little sad, of course. Но, может быть, да, конечно, есть какая-то жалость в этом. Yeah, because you always would wish, oh yes, I wish I would be on the walk or in the room with Srila Prabhupada. Потому что, конечно, есть желание, я бы хотел, чтобы я был там, где он сейчас прогуливается, или в комнате у него. But I also understood it wasn't my position. Но также я понимаю, что такова была моя ситуация, я находился в таком положении. So, the first time, I saw Srila Prabhupada was in New Vrindavan in 1974. И первый раз, когда я увидел Шрилу Прабхупаду, это был Вриндаван, 1974 год. And at that time, I was a bhakta in the Washington temple. И в то время я был простым бхактой из Вашингтонского храма. And I heard Srila Prabhupada was going to New Vrindavan, Я услышал, что Шрила Прабхупада собирается в Новый Вриндаван, which is a farm temple that the devotees had. и это была ферма, которую преданные имели. And I told my temple president I want to go see Srila Prabhupada. И я подошел и сказал своему президенту храма, что я хочу увидеть Шрилу Прабхупаду. And he said no. И он сказал нет. Because, what would happen to a temple if every time Srila Prabhupada came nearby, every devotee would go? И можете представить себе, что происходило, если бы Шрила Прабхупада приезжал, и все время кто-то хотел бы куда-то уйти к нему. So he said, my temple president said, someday he'll come to this temple and then you can see him. И президент храма сказал, так или иначе, он когда-нибудь придет в этот храм, и тогда ты его увидишь. But I wanted to see him right away. Но я хотел увидеть его сейчас. So, I went to the ashram. И я вышел из ашрама. I had a little box. У меня была маленькая коробочка. And I put Dhoti and kurta in it. Я положил туда дхoti и курту.
my other few possessions. и некоторые остальные вещи. And there was a householder devotee who lived outside the temple. И там был один домохозяин, который жил рядом с храмом. And he said, I'll take you to see Srila Prabhupada. И он сказал, что я могу возьму тебя и помогу тебе увидеть Шрилу Прабхупаду. So I walked out of the temple with my little box. И я ушел из храма со своим маленьким сумкой. And the temple president saw me. И президент храма увидел меня. He said, where are you going? И он спросил, ты куда собираешься? And he said, I'm going to see Srila Prabhupada. И я сказал, что я иду увидеть Шрилу Прабхупаду. He said, okay, you go. Хорошо. Он сказал, хорошо, можешь идти. But you can't take the dhotis and kurtas. Но ты не можешь взять с собой Дхоти и Курту, Because those belong to the temple. потому что эти вещи принадлежат храму. And so I went back to the ashram. И я вернулся обратно в ашрам, And I took off the dhoti and kurta. положил Дхоти и Курту, Put on some blue jean and a t-shirt. надел простые джинсы и рубашку. And then went to the householder devotee's car. И затем сел в машину этого домохозяина. And he drove me to New Vrindavan. И он отвез меня в Новый Вриндаван. So I got there a couple of days before Prabhupada arrived. И я прибыл туда за несколько дней до того, как приехал Шрила Прабхупада. And the day he was coming, the devotees began a kirtan party. И в тот день, когда должен был приехать Шрила Прабхупада, преданные начали киртан. Waiting for him to come by car from the airport. И они ожидали прибытия машины Шрила Прабхупада из аэропорта. So when I was walking towards the chanting party, И тогда я присоединился к поющей группе. one devotee said to me, "Where are you going?" И один из этих преданных сказал, что куда ты направляешься. He said, "I'm going to see Srila Prabhupada." И я ему ответил, я иду видеть Шрилу Прабхупаду. But he said, "You're not wearing a dhoti and kurta." Но он сказал, что у тебя нет Дхоти и Курты. He said, "I don't have a dhoti and kurta." Но я сказал, что у меня есть Дхоти и Курта. So this devotee gave me one of his dhotis and kurtas. И он сказал, и я сказал, что у меня нету. И тогда преданный, он дал Дхоти и Курту. So this devotee was a resident of New Vrindavan. И это был один из управляющих, из местных жителей Нового Вриндавана. And devotees did not have many dhotis and kurtas in those days. И в тот день у преданных не было много курт и Дхоти. But still, he didn't know me, but he gave me a dhoti and kurta. И несмотря на то, что этот преданный не знал меня, он отдал мне свою Дхоти и Курту. So, there was some kind of feeling of love or something И там было чувство любви, чувство заботы among the devotees. среди преданных. So that sometimes, even they didn't know some devotee, they would still try to help. И даже если они не знали какого-то преданного, они старались ему помочь. So I put on this dhoti and kurta, then I went to the chanting party. И я сменил одежду, одел Дхоти и Курту и присоединился к группе преданных. And we chanted for a long time. И мы воспевали длительное время. And then finally we could see Srila Prabhupada's car coming. И в конце концов мы увидели, как подъезжала машина со Шрилой Прабхупадой. And then the door of the car opened. И затем дверь машины открылась. And he stepped out. И он встал. And I saw him for the first time. И я увидел его впервые. And I just began to cry. И я начал плакать. So, why was I crying? Итак, почему я плакал? Here's what I was thinking at the time. И в то время я начал думать об этом. I felt he was my spiritual master from a previous life. И я почувствовал, что он был моим духовным учителем с прошлой жизни.
that somehow I had not pleased him or served him very nicely. И я не мог его удовлетворить или служить ему должным образом. And now he was coming back to give me a second chance. И сейчас он пришел для того, чтобы дать мне второй шанс. I don't know if that's true. И я не знаю, так ли это на самом деле. But it's true, that's what I was thinking. Но это правда, что я так думал. And the second reason I was crying is I felt I would never be close to him in this life. И второй момент, почему я плакал, потому что я не был близок к нему в свою жизнь. And that turned out to be true. И это было правда. You know, I was not close to him in a physical sense. Я не был физически с ним близок. So, in New Vrindavan, he gave some lectures in the temple. И в Новом Вриндаване он провел лекцию в храме. And in one of these lectures, he said, it doesn't matter if you're the pujari on the altar or devotee just washing the floor of the temple. И в этой лекции он сказал, что не имеет значения, являетесь ли вы пуджари, который находится на алтаре, или вы просто преданный, который моет полы в храме. So Krishna regards them as equal. He accepts their service equally. И Кришна, он принимает и то, и другое служение равным образом. That was very meaningful to me. И это было очень важно для меня. Because my service in the Washington temple was to wash the temple floor. И потому что мое служение было мыть полы в храме. Of course, I was just a bhakta. Конечно, я был тогда простым бхактой. And sometimes I would see these strange devotees called brahmanas. И я видел, что есть какие-то странные преданные, которых зовут браманами. Going behind the curtains to the altar and doing all kinds of mysterious things. I had no idea what they were doing. Они находятся за ограждением, и они делают какие-то весьма странные вещи, которые я никак не мог понять. And they just looked so elevated to me. И они выглядели такими странными, непонятными для меня. Chanting all kinds of mantras, doing all kinds of things. Они повторяли самые разнообразные мантры и делали самые непонятные вещи. So it meant a lot to me when Srila Prabhupada said, yes, the devotee who is washing the floor, he's just, Krishna accepts his service just as much as the Brahman who's the pujari on the altar. И для меня это было очень важно, когда Шрила Прабхупада сказал, что те преданные, которые моют полы в храме, они также дороги, и Кришна принимает также их служение так же, как преданные на алтаре проводят пуджу. So I stayed for several days in New Vrindavan until Srila Prabhupada left. И таким образом я остался во Вриндаване несколько дней до тех пор, пока Шрила Прабхупада не уехал оттуда. So when Srila Prabhupada there, it was like some wonderful dream. И после этого Шрила Прабхупада остался как замечательный сон. Then he was gone. Затем он исчез. And I was sitting there thinking, now what am I going to do? И тогда я подумал, а сейчас что я буду делать? So the householder from Washington, he said, okay, I'll take you back to the temple. И вот этот вот домохозяин, он сказал, что хорошо, я возьму тебя на машине и отвезу обратно в храм. So he let me out in front of the temple. И он отвез меня в храм. I was walking up the stairs. Я прогуливался там рядом. The temple president was there. И президент храма, он был там. Looking at me. И он посмотрел на меня. And he said to me, so you think you're coming back И to он this temple? спросил, ты думаешь, что ты обратно сможешь вернуться в этот храм? And I said, is it possible? И я сказал, это возможно? And then he said to me in a very stern voice, so did you see Srila Prabhupada? И он у меня очень строго спросил, так или иначе, ты увидел Шрилу Прабхупаду? And I said, yes.
И я ответил да. I saw him, Я видел его, I heard him, я слышал его. and then he smiled И тогда он улыбнулся and said, "Come to my office." и сказал: пройдем ко мне в офис, Let me give you some prasadam. позволь мне угостить тебя просадом. And you tell me everything you remember. И ты мне расскажи, пожалуйста, все, что ты помнишь, что там происходило. So, and then he let me stay in the temple. И тогда он позволил мне увидеть несколько больше. And then the next time I saw Srila Prabhupada was in the Atlanta temple. И следующий раз, когда я увидел Шрилу Прабхупаду, это был храм в Атланте. Атланта. It's a city in the southern United States. Это место на юге Соединенных Штатов. And at that time, I was serving in a temple in Florida. И в то время я выполнял служение в храме во Флориде. And the temple president sent me and 3 other devotees on a traveling party to distribute books. И президент храма, он отправил меня и еще 3 преданных на выездную санкиртану. And he sent us in a van to Он South послал нас Carolina. в Вену через Южную Каролину. It's a state in America. Это штат такой в Америке. It's near Atlanta. Это недалеко от Атланты. So when we learned that Srila Prabhupada was going to Atlanta, we called our temple president. И когда мы узнали, что Шрила Прабхупада планирует приехать в храм в Атланту, мы позвонили президенту. And we said we wanted to go see him. И мы сказали, мы хотим и поехать и увидеть его. So he said, okay, you distribute books all day. И он сказал: хорошо, вы распространяете книги целый день. Then you get in your van and you drive to Atlanta in time for the Bhagavad Gita lecture. И вы можете поехать и послушать лекцию по Бхагавад-гите. So we did that. И мы сделали так. Yeah, we drove to the temple. When we got there, it was dark. И когда стемнело, мы приехали в храм. And from the street, we could see through the window of the temple, Srila Prabhupada sitting on his vyasasana giving a lecture. И через окно мы увидели, как Шрила Прабхупада сидел на вьясасане и читал лекцию. So, in the van, we changed from our Western clothes to our dhotis and kurtas. И мы сменили свою одежду на дхоти и курту. And then we went into the temple. И тогда мы смогли войти в храм. And Srila Prabhupada was trying to teach the devotees a new song. И Шрила Прабхупада в этот момент пытался научить преданных новой песне. He was trying to teach them the song Parama Karuna Pahundrijana Nitai Gora Chand. Он пытался эту песню научить их преданных. And Srila Prabhupada was playing the mridanga. Шрила Прабхупада играл на мриданге. And the devotees were playing kartals. И преданные играли на караталах. But this song had a different beat than any song the devotees had ever heard before. Но смысл в том, что в этой песне необходимо держать другой ритм, вместо того, к которому преданные привыкли обычно. The devotees only knew one beat. И преданные знали всего один ритм. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. But this new song had a different beat. Но смысл в том, что вот эта новая песня, она имела другой ритм. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Раз, два, раз, два, раз, два. Parama Karuna Pahundrijana Nitai Gora Chand. So Srila Prabhupada would be trying to sing the song. Шрила Прабхупада пытался петь песню.
But the devotees would be playing the wrong beat. Но преданные, они играли неправильно. Parama Stop. И он сказал, прекратите, не играйте, не нужно стучать в каратау. And he told the devotee who would take the chord, just take me singing the song and playing the Vedanga. И он сказал, вы должны записать то, как я играю на караталах и на риданге. So he did that. Prabhupada sang Parama Karuna Paramatujanam, playing Vedanga. И Прабхупада и пел, и играл на риданге. And then he told the devotee to rewind it and play it. И Прабхупада сказал, повторяйте это и играйте. Yeah, play the tape. Перематывайте и слушайте. Перематывайте, и на вот эту кассету нужно было включить заново. He told the devotees, you still keep quiet. Да, а вы по-прежнему ничего не делаете. So when the devotee played the tape of Prabhupada playing the Vedanga, then Prabhupada also, he played the kartals. И Prabhupada. You Прабхупада. understand? You understand? Okay, Prabhupada had the devotee record just Prabhupada and the Vedanga. И преданные должны были записать только Прабхупаду и только Мридангу. Then Prabhupada told him, now play that. И Прабхупада сказал, теперь играйте только это. And then Prabhupada himself И played потом the Прабхупада самостоятельно играл на караталах correctly. правильным образом. Yeah, so then the devotees could see how to do it. И тогда преданные могли понять, как нужно делать правильно. There are more things that I heard Srila Prabhupada И потом say and do in Atlanta. я много еще видел, как Шрила Прабхупада вел себя в Атланте. But there's not time to talk about it now. Но, к сожалению, сейчас нету времени об этом поговорить. And that was the last time I personally saw Srila Prabhupada. Но был один случай, когда я последний раз видел Шрилу Прабхупаду. That was in 1975. Это был 75-й год. And then at the end of 1976, Srila Prabhupada's final Leela began. И в 76-м году, в конце 76-го года, вот эта заключительная лила Шрилы Прабхупады началась. And in 1977 he left this world. И в 77-м году Шрила Прабхупада оставил мир. But I had always been serving Srila Prabhupada in a mood of separation. Но я не из тех преданных, которые служат Шриле Прабхупаде в чувстве разлуки, отделенности. And he always said that the spiritual master is present in two ways. И он часто говорил, что духовный учитель присутствует в жизни двумя способами. You know, in vapu, the physical form. Существует вапу или физическая форма. And that's important. И это очень важно. If anyone has a chance to serve their spiritual master personally, they should take every advantage to do that. И если у кого-то появляется возможность непосредственно лично служить духовному учителю, то нужно ей воспользоваться. But the spiritual master is also present in the form of his instructions, or vani. И также духовный учитель присутствует в форме своих наставлений, называется вани. And of the two, Srila Prabhupada said vani is more important than vapu. И Шрила Прабхупада говорил, что вани более важно, чем вапу. Because the physical form is sometimes manifest, sometimes not. Потому что физическая форма, она иногда проявлена, иногда нет. Whereas the instruction of the spiritual master is eternal. Но наставления духовного учителя, они вечны. And Srila Prabhupada said that he himself was associating with his spiritual master by following his instructions. И Шрила Прабхупада говорил, что он имел общение со своим духовным учителем через следование его наставлениям. So I understood that. И я понимаю это.
So I've simply tried to continue serving Srila Prabhupada's instructions. И я пытаюсь продолжать следовать наставлениям Шрилы Прабхупады. And there's a particular instruction he gave, not to me personally, to challenge the Darwinian theory of evolution. Следовать его наставлению, указаниям, которые он не дал мне лично, personally, He did not. но он не дал лично это наставление, но он сказал, что необходимо опровергать эту теорию Дарвина. But in 1984, the BBT trustees asked me to take up this writing service. Но в 1984 году BBT попросила меня заняться этой работой. But I knew it was something that Srila Prabhupada wanted. И я знал, что это то, чего хочет Шрила Прабхупада. So even though the instruction was coming, not from him directly, but from his representatives, И даже несмотря на то, что указание исходит не лично от него, а от его представителей, I took it that he was speaking through his representatives. и я принял это как будто, как Шрила Прабхупада непосредственно сказал мне это. And so I'm continuing that service today. И в результате чего я могу продолжать выполнять это служение по сей день. So another one of Srila Prabhupada's instructions was that we should distribute his books. И другое наставление Шрилы Прабхупады — это необходимо распространять его книги. So whether we receive the instruction from him personally or from his representative, И нет разницы, когда мы получаем наставление непосредственно от него или от его представителя. we can be sure that it's his desire. Мы можем быть уверены, что это его желание. And by following this instruction, we can associate personally with Srila Prabhupada. И выполняя указания Шрилы Прабхупады, мы имеем возможность лично и непосредственно общаться с личностью Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki Jai. Рудакара Прабху ки Jai. Gaur Bhaktivinoda ki Jai.